Всем привет, друзья! Многие неисправности можно определить самому, без СТО. Для этого достаточно открутить свечи и посмотреть, какого цвета на них нагар. Если с двигателем все в порядке, топливно-воздушная смесь нормальная, то на свечах обычно образуется нагар светло-коричневого цвета, такого песочного оттенка. Несколько месяцев назад я решил сэкономить и начал заправляться на дешевой заправке у нас в городе. Подумал, раз заправка в городе, то все будет нормально. Да, ничего сказать не могу, машина ехала, все было в порядке, но через какое-то время я выкрутил свечи и увидел там как бы такие вкрапления. Такие же вкрапления, скорее всего, будут образовываться и на клапанах, и в камере сгорания, и так далее. После этого я перестал заправляться на этой заправке. Белый нагар на свечах говорит о том, что топливно-воздушная смесь бедная, то есть воздуха подается гораздо больше, чем нужно. Или не хватает топлива, или слишком много воздуха. Про белый нагар на свечах видео у меня уже есть, ссылку оставлю в описании. А вот о чем говорит черный нагар, давайте вместе разберемся. Черный нагар, в зависимости от неисправности, тоже может быть разный. Если на свечах рыхлый черный нагар, такой похожий на сажу, он говорит о том, что слишком богатая топливно-воздушная смесь. В двигатель поступает много топлива и мало воздуха. Например, если будет забит воздушный фильтр, то воздуха будет мало, топлива будет много. Будет богатая топливная смесь. Если будет неправильно работать форсунка, то это тоже может привести к богатой топливной смеси. Если неисправен лямбда-зонд, неисправен датчик температуры, который передает показания на ИБУ, если неисправен регулятор давления и так далее, то все это может привести к переобогащению топливно-воздушной смеси. Вырастет расход топлива, и нагар на свечах будет черный. Если нагар на одной свече зажигания, то возможно неисправна сама свеча, или же имеются пропуски зажигания из-за неисправности высоковольтных проводов или других элементов системы зажигания. На образование нагара может повлиять низкая компрессия, неправильный угол опережения зажигания и многое другое. В общем, все, что приводит к обогащению топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндров, может привести к образованию черного нагара. Проверять нагар на свечах нужно после полного прогрева двигателя. Желательно перед этим проехать километров 20-25. А еще лучше в конце дня, когда ставите машину на стоянку. Если проверять нагар на свечах на холодном двигателе или на машине, которая ездит на короткие расстояния, не успевает прогреваться, то там на свечах возможно образование черного нагара. Это нормально. Но если машина полностью прогревается, ездит на длительные расстояния, то там черного нагара быть не должно. Другой вид нагара – черный глянцевый. Обычно он образуется от повышенного расхода масла. Масло попадает в камеру сгорания, сгорает, и остаются отложения, как бы закоксовываются на электродах свечи, на клапанах, на кольцах и так далее. В основном повышенный расход масла может быть из-за неисправности в поршневой системе, или же выработались маслосъемные колпачки, сальники клапанов, направляющие. Возможно, маслосъемные колпачки потеряли эластичность. Одновременно может быть и расход топлива, и расход масла. Тогда образуется такой рыхлый черный нагар в масле. Масло даже не успевает выгорать на электродах свечи, и образуется такое и масло, и нагар, все вперемешку. В таком же состоянии находятся клапана и камера сгорания. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!